Друзья, всем привет! В начале летнего сезона мы приобрели себе вот такую вот самоходную бензиновую газонокосилку Eco LG 633. И сегодня я вам расскажу, как она отжила сезон и стоит ли покупать такую штуку. Погнали! Итак, напомню, что это такое. Это газоновая косилка производителя Eco, самоходная, с бензиновым двигателем, 46 см дека, дека сама металлическая, с функцией мульчирования и кучей всего. Итак, что же по самой газонокосилке? За сезон, скажу честно, я остался доволен. Это не косить триммером, это абсолютно разные вещи. У вас идеально ровный газон, все здорово, красиво, но, к сожалению, есть и очень большая ложка дегтя. Что по расходникам? Бака хватает примерно на 12-15 соток. У нас участок 23 сотки, и чтобы покосить все за раз, я заливаю примерно 1,5 бака. Бак в районе литра. Масло за сезон я поменял 2 раза. Первый раз после обкатки, это 5 моточасов, второй раз после 50 моточасов, как указано в инструкции. Косил я каждую неделю, и на покос у меня уходит что-то в районе 2 часов. Поэтому, достаточно часто на самом деле косили, и маслице менялось. При этом масло не уходит и всегда было по уровню. По воздушному фильтру. Фильтр после каждого покоса я всегда выбивал. Газонокосилка проехала на одном фильтре весь сезон. Как видим, да, он немножко испачкан, он немного в масле, но сильного мусора в нем на самом деле не было, просто немного пыли. Выбили, поставили на место, поехали дальше. На следующий сезон я, наверное, закажу себе новый фильтр на Алиэкспрессе. Свеча стоит заводская, свечу не менял. По двигателю на самом деле вообще нет вопросов. Двигатель работает ровно, четко, отработал весь сезон, получил новое масло, к нему вопросов нет. Итак, по рабочей части. Начнем с ножа. Нож сошел со своего крепежного места после первого же покоса, после первого же удара об камень на самом деле, но на работу это не влияет. Всю деку снизу металлическую, как видите, запесочила. Краску сняла во многих местах, надеюсь, быстро ржаветь она не начнет. После каждого покоса я всегда начисто вымываю газонокосилку. Нож не погнуло, хотя пару раз ловил он и пни, и очень хорошие удары об камни. Пока все камни со двора не убрались, мы их, конечно же, ловили газонокосилкой. Но все точится болгарочкой и продолжает работать дальше. В целом, все окей. По разным крепежам есть один нюанс. Именно данное место, данный болт, который крепит ручку, от вибрации на ходу постоянно пытается раскрутиться. То есть каждые 5-10 минут я его зажимаю в обратную сторону. Все остальные нет, но только этот. А штуцер для промывки водой – просто супер функция. Подвеска и регулировка ее высоты. Сезон выдержали. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы могли видеть, что задняя часть участка у нас неровная, и там нормально прыгает коса, но ничего не развалилось. Ну а дальше огромная ложка дегтя в нашей бочке меда, а именно самоход. В середине августа газонокосилка отказалась ехать сама, у нее сломался самоход. А если быть точным, как мне кажется, у нее внутри растянулся ремень привода. Он стоит вот под этим кожухом. И от самого ротора винта он приводит в движение редуктор, поэтому она должна ехать. Но ремень проскальзывал по ролику, и ехать она не хотела. Точнее, ей просто не хватало силы, а если поднять, то колеса крутятся. Покупал я эту газонокосилку в магазине 21 век, позвонил, по гарантии сразу же на следующий день приехали, забрали. Через неделю вернули обратно вместе с заказ-снарядом, и в ней был заменен ремень, сам редуктор и какие-то подшипники. В общем, поменяли много всего. И теперь у меня все продолжает ехать и работать. Покупал я эту газонокосилку с расширенной гарантией на 3 года. И что-то мне подсказывает, что каждый год, каждый сезон я буду менять в ней ремень и редуктор. Когда я ее покупал, я читал достаточно много отзывов по данной игрушке, и многие были
Отзывы восторженные, все писали: ах, какая классная штука, как ровно красиво косит, и я, если честно, отношусь именно к этим потребителям. А кто-то писал: полное фуфло, рассыпалось через неделю. Но у меня она рассыпалась не через неделю, а через 3 месяца. И очень интенсивного покоса. Надо понимать, что вещь бюджетная. А косил я, кстати, все лето в мульчировании. И в травосборнике я косил только 2 раза в начале сезона. На самом деле в мульчировании мне очень понравилось косить. Не надо постоянно выносить травосборник. Трава разбивается в пыль, раскладывается по участку, и газонное удобрение, получается вот такая вот красивая поверхность. И к ногам-то не сильно прилипает, особенно если на улице сухо. Вид, конечно, после газонокосилки очень крутой. Выкашиваем двор ровненько под 3 сантиметра, там где ровная поверхность. Бассейн, кстати, уже убрали, скоро холода. А сад выкашиваем под 6 сантиметров, почти под самый верх, потому что земля здесь неровная, много ям, бугров и так далее, но смотрится тоже красиво. Нет никаких рытвин, полукруглых узоров от триммера и не болит спина, а это самое главное. Идете за ней, скорость комфортная, все классно. Ну вот как-то так. Бензиновая самоходная газонокосилка – это очень крутая штука в хозяйстве, поэтому рекомендую. Ну а кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!